Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. По итогам данного видео вы сможете связать круглую сервировочную салфетку или ковер любого размера. Я вяжу из трикотажной пряжи, но схема добавления и смысл вязания не меняется с заменой материала. Подробно показываю и рассказываю, сколько петель набрать, как делать добавление при узоре столбики с одним накидом, как переходить от узора к узору и обратно. У меня провязано два вида рядов. Есть облегченные ряды, которые сэкономят не только материал, средства, затраченные на пряжу, но и время изготовления готового изделия. Очень стильный и фактурный, украсит любой интерьер. Также делюсь способом соединения рядов, бесшовного и совершенно незаметного, при этом он простой и понятный. Рассказываю, как контролировать добавление из ряда в ряд и не запутаться без единого маркера. Для работы мне потребуется трикотажная пряжа, у меня бренда «Вяжи еще», характеристики нити в 160 метрах 280 грамм. Нить содержит синтетику, поэтому она эластичная, с ней просто работать, изделия получаются очень практичные. Приготовила крючки. Пользоваться буду крючком 5,5 мм. Ножницы, сантиметровая лента. На каждом этапе озвучиваю количество рядов, количество петель. Можете адаптировать под свою плотность вязания это изделие, ориентируясь на сантиметры. Все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Набрасываю нить на ладонь, оборачиваю вокруг 3 пальцев. На тыльной стороне образуется перекрещение нитей. Вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. Провязываю 2 воздушные петли. Это подъем на высоту столбика с одним накидом. Теперь в кольцо мне нужно провязать еще 11 столбиков с одним накидом. Накид, ввожу крючок в кольцо, рабочая нить. Первый готов. Следующий. Общее количество столбиков вместе с подъемным к концу круга должно быть 12. Готово. Теперь достаточно туго затягиваю кольцо, для того, чтобы первые и последние столбики притянулись друг к другу. Этот край будет ввязываться в полотно. Здесь вытаскиваю немного петлю и вставляю крючок в расстояние между первым подъемным и вторым столбиком с одним накидом. Увожу петлю наизнанку. Далее петля остается на крючке. В ту же самую точку, куда была уведена петля, вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и провязываю. Это основание столбика с одним накидом. Провязываю воздушную петлю. Имитация столбика с одним накидом. Готово. Я вышла на вязание второго ряда. Во втором ряду из 12 петель у меня должно получиться 24. Добавить я должна в каждую точку. В эту же самую точку, куда провязан подъемный столбик, вставляю крючок и провязываю столбик с одним накидом. Так в каждую последующую точку провязываю 2 столбика с одним накидом. Первый, сюда же второй. И так далее. В каждом ряду у меня должно получиться 12 добавлений. У меня заканчивается второй ряд, остается последняя точка, это соединение рядов прошлого ряда, накид. Вставляю крючок сюда, провязываю 1 столбик с накидом и сюда же второй столбик с одним накидом. Вынимаю крючок, вытягивая петлю немножко больше обычного, вставляю крючок между первым и вторым столбиком ряда, увожу петлю наизнанку. Далее возвращаюсь в эту точку с лица, подхватываю рабочую нить и формирую основание первого столбика третьего ряда, воздушная петля. Готово. В
каждом следующем ряду расстояние между добавлениями будет увеличиваться. Мне нужно контролировать, чтобы добавка в текущем ряду не попала на добавление прошлого ряда. То есть вот с одной точки выходит 2 столбика. Мне нужно контролировать, чтобы не было добавления между этими столбиками. Поэтому следующая точка, расстояние между добавлениями, сюда провязываю 2 столбика с одним накидом. Первый и сюда же второй. Готово. Так у круга не будет угловатостей. Он будет идеально по форме напоминать круг. Теперь накид. Столбик с одним накидом в расстоянии между добавками. И снова накид, сюда провязываю 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Получается 2 столбика 1, 2 столбика 1. Так чередуясь, вяжу до конца ряда. У меня снова последняя точка третьего ряда. И в нее по моему узору добавлений нужно провязать 2 столбика. Здесь у меня одинарный столбик, здесь, значит, между ними провязываю добавление. Первый и сюда же второй столбик с одним накидом. Готово. Соединять ряды из ряда в ряд буду по аналогии. Увожу петлю между первым и вторым столбиком, возвращаюсь в эту петлю, формирую основание, воздушная петля, первый столбик следующего ряда. Здесь сейчас край немножко подкручивается, пряжа очень эластичная, подтягиваю ее, чтобы петли стали на свои места. Все, готово. Следующий ряд, расстояние между добавлениями уже 2 петли и так далее, потом 3, 4, 5. Но чтобы добавление не попадало одно над другим, я для себя определяюсь, вот идет уже спираль, я вижу добавки от центра круга идут с наклоном влево. Так и продолжаю. Здесь сейчас в этой точке провязываю следующий столбик с одним накидом. Он приходится на расстояние между добавками прошлого ряда. И каждый раз в точку следующую за добавлением прошлого ряда я буду провязывать добавление в текущем ряду. То есть следующая точка 2 столбика в одну петлю. Готово. Вот 2, 2, 2 и так далее. Будет движение немножко влево. Каждый раз. Теперь 1, второй столбик и снова по узору добавлений у меня добавка. Вот добавление прошлого ряда, в эту точку добавление в текущем ряду. Так из ряда в ряд, в начале ряда я буду находить мое текущее добавление и от него находить первую добавку ряда и так далее по этой системе. В конце каждого ряда проконтролирую себя, пересчитаю добавления. Их должно быть 12, они на одинаковом расстоянии друг от друга. Сейчас навязываю необходимый размер круга по той схеме, которую для себя наметила, ряд за рядом. У меня провязано 6 рядов. И в последнем 6-м ряду расстояние между добавлениями было 4 петли. Вот когда провязан ряд с четным количеством петель между добавками, можно следующим провязать ряд облегченный с пропуском петли по основанию. У меня уже выведен столбик, провязываю сверху воздушную. Из-за этой воздушной по основанию пропускаю точку. И в следующую точку провязываю столбик с одним накидом. Готово. Получается вот такое окошко. Но эта точка одновременно точка добавления. Поэтому снова воздушная. И в эту точку добавления провязываю еще один столбик. Здесь окошко будет выглядеть вот так. Это только в точках добавления. Снова воздушная. Пропускаю по основанию точку, провязываю столбик с одним накидом. Воздушная. Следующую точку пропускаю, столбик с одним накидом. Вот такой облегченный ряд с отверстиями у меня пройдет следующим.
Теперь снова воздушная. Следующая точка приходится снова на точку добавления. Вот в этом 7-м ряду между добавлениями вот у меня 3 окошка или 2 столбика. Снова воздушная, и в эту же точку провязываю добавку. Вот так это выглядит. Далее вяжу, делая добавление через каждые 2 столбика с 3 окошками. Получится 12 добавок, и узор сохранится на протяжении всего ряда. Я проверила, у меня провязано 12 добавлений по кругу. Выглядят они вот так. Теперь соединение рядов. Провязываю воздушную, так как по основанию пропущена петля соединения. Нахожу вершину столбика предыдущего ряда. Здесь остается свободная воздушная петля. Увожу нить туда. И точно так же возвращаюсь в эту точку, формирую первый столбик следующего ряда. Это его основание, воздушное, готов столбик. Теперь я возвращаюсь к столбикам в каждую точку, как было провязано во всех предыдущих рядах до этого. Здесь для удобства, чтобы не запутаться, добавления буду провязывать вот в эти окошки между добавлениями прошлого ряда. Потом опять вернусь к своей системе. Итак, здесь у меня провязано в шляпку. Провязываю столбик без накида в окошко. Напоминаю, в этом ряду у меня было 4 столбика между добавлениями. Здесь должно было быть 5. Здесь 6 столбиков между добавлениями. Вот возвращаюсь к этим 6 столбикам. Накид, вот оно окошко, добавление прошлого ряда. В это окошко провязываю 2 столбика с одним накидом. Теперь считаю отсюда. Нужно провязать 6 столбиков до следующего добавления. Следующее окошко, первый столбик, далее шляпка столбика, далее окошко, далее шляпка столбика, окошко. Проверяю. Добавка 1, 2, 3, 4, 5. И вот она, шляпка столбика. И следующая точка — это снова добавление. Первый, сюда же в окошко второй. Проверяю. Добавка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добавка. Здесь, чтобы не сбиться, прошлым рядом было добавлена лишняя петля. Это вот расстояние между этими добавлениями. И поэтому добавления задвоились. Поэтому здесь вот она добавка, накид. Я пропускаю шляпку вот этого столбика всегда, из раза в раз. Сразу перехожу после добавления в окошко. Столбик, шляпка столбика, снова окошко, шляпка столбика, окошко и шляпка столбика прямо перед добавлением. Вот она, эта добавка. Сюда в окошко провязываю 2 столбика с одним накидом. И здесь снова вот эту шляпку столбика пропускаю, перехожу в окошко каждый раз после добавки и проверяю добавление 1, 2, 3, 4, 5, 6 добавления. Все. Возвращаюсь к своей схеме добавок, завершаю этот ряд. Готово. На этом этапе можно остановиться, если размеров 31 сантиметр достаточно. Я хочу провязать еще один облегченный ряд и обвязку, поэтому вышла на новый ряд. Здесь снова воздушная, пропускаю по основанию, провязываю столбик с одним накидом. Вот первое окошко, и следующая точка уже должно быть добавление. Здесь воздушная, и в эту точку через одну провязываю столбик, воздушная, сюда же еще один столбик с одним накидом. Здесь у меня было 6 столбиков между добавлениями, значит, я попадаю на четный ряд. Здесь у меня будет 3 столбика и 4 окошка между добавлениями. Воздушная, столбик,
воздушная, пропускаю по основанию столбик, воздушная, пропускаю по основанию столбик, снова воздушная, и следующая точка аналогичная с добавлением. Первый столбик воздушная, сюда же второй столбик воздушная. Возвращаться к полотну точно так же. Можно навязать любой размер и получится ковер. Я продолжаю делать добавление через 3 столбика и 1, 2, 3, 4 окошка. До конца ряда добавлений 12. Воздушная петля, соединяю ряды. Готово. Обвязку проведу столбиками без накида. Ввожу крючок в окошко, подхватываю введенную петлю, вывожу с помощью рабочей нити в окошко столбик без накида. Далее следующее окошко, столбик без накида, шляпка столбика, окошко, шляпка, окошко, шляпка, окошко. Здесь без добавлений. Шляпка, окошко. Так вяжу до конца ряда. Я уже укоротила нить, последний столбик провязан, вытягиваю нить, увожу ее в первую кромочную косу. Далее прячу на изнанке в исходную точку и здесь увожу ее под столбики. И так далее, чередуя плотные и облегченные ряды, можно связать ковер любого размера. Смотрится фактурно и очень колоритно. На мою сервировочную салфетку диаметром 36 сантиметров ушло 210 грамм этой пряжи. У меня получился очень яркий и стильный декор праздничного стола. В дополнение я связала чехол для столовых приборов. Видео на него добавлю в описании и рекомендации к этому ролику. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!